что, замечательно сегодня. Все запустилось с первого раза. Везде. Ну что, раз так у нас все замечательно получилось, нас можно смотреть на YouTube. Те, кто нас смотрит на YouTube, доброе утро. Нас можно смотреть на Фейсбуке. Кто на Фейсбуке, вам тоже доброе утро. И нас можно смотреть на Twitch. То есть 3 платформы, на которых нас можно смотреть одновременно. То есть расширяется круг наших зрителей. Кстати, в Twitch у нас уже 18 подписчиков. Так что удивительное дело. Даже такой молодежный канал у нас, а может, поддерживает. Так что... Хотя, говорят, Twitch, он такой нежный, и там людям банят аккаунты за всякую ерунду. Ну, пока нас не трогают, будем выходить в Twitch. Так, ну что. Итак, сегодня 11 утра, 10 мая, суббота. И раз суббота, то значит шалом секта, Анкап Акбар. Мы с Владимиром Золотаревым. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Готовьте свои вопросы, пишите в чате. Все подписчики могут писать свои вопросы в чате, и мы на них будем отвечать. А не подписчики могут писать в комментариях. Но лучше стать подписчиком, поэтому подписывайтесь, пишите свои комментарии, общайтесь в чате, и все будет замечательно. И с каждым днем нас будет все больше и больше. И через 140 лет, наверное, мы победим. Но это дело такое. Если доживем, посмотрим. А пока я должен признаться, что у нас 8 мая был с Борисом Савичем Яровским эфир, вчера с Сергеем Рачинским. И я как-то вот про все поговорили, а забыли сказать, что 8 мая был же день рождения Хайека. И мы его не поздравили всех с этим замечательной датой. Дата, правда, не круглая, но тем не менее все равно надо было его поздравить. Поэтому я всех поздравляю с прошедшим праздником. И первый вопрос Владимиру. Владимир, как вы думаете, что самого главного Хайек оставил нам в наследство? Вот он за себя ж не анархокапиталистом не называл, даже либертарианцем не называл. Но тем не менее мы постоянно на него ссылаемся, читаем его работы, анализируем и строим как бы всю теорию на основе Хайека в том числе. Или даже в первую очередь. Кто-то в первую очередь на основе Хайека. Ну, Хайек, что касается постсоветского пространства, то здесь первым был как бы Хайек. Вот, и я очень хорошо помню, я выписывал с дуру такой толстый журнал, назывался «Вопросы философии». Ну, вот, ну там иногда что-то мелькало, так сказать, такое стоящее внимания. Вот. Но тем не менее, вот вдруг неожиданно в 89-м, по-моему, году в этом журнале начали переводить, публиковать перевод «Дороги к рабству». И вот эта работа, она перевернула, скажем так, точнее, скажем так, упорядочила в какой-то степени мое мировоззрение, потому что я говорю, что я с детства был либертарианцем, только об этом не знал. Вот, и, конечно же, в голове было много путаницы в связи с этим. Вот, потому что одно дело, как бы твои эмоции, чувства и так далее, другое дело попытка рационально осмыслить, почему они возникают, да, и почему ты относишься, допустим, к угнетению, там, несвободе, вот так вот критически, да, с чем это связано. И, то есть, вот эта публикация, она, я думаю, не только меня, как бы, а многих людей, которые стали, условно говоря, правыми в хорошем смысле слова в нашем поколении, она была первой, наверное, публикацией за пределами сугубо академического круга, то есть людей, которые там занимались гуманитарными науками всерьез, они, безусловно, слышали эту фамилию и знали, вот, но их было мало, и там либералов, либертарианцев среди них было еще меньше. А вот для, что называется, широкого круга читателей, которые интересовались этими вопросами, я напомню, это был 89-й год, это был уже угар, скажем так, перестройки, то есть было понятно, что Советский Союз уже дышит на ладан, вот, были понятно, что все потуги там Горбачева спасти эту систему, как бы, скорее всего, вот, обречены. Только было непонятно, какой будет сценарий дальше, да, то есть там либо быстрого распада, там гражданской войны, то есть этого все боялись, да, что распад будет сопровождаться гражданской войной и так далее. Вот, и поэтому много людей интересовалось тогда политикой, политической философией, искали ответы где только могли.
И вот Хайек был одним из этих мощных, скажем так, очень ответов, потому что даже те люди, которые не стали потом либертарианцами там, и так далее, они тогда все равно эту работу прочли. Она наделала много шума. Вот. По-моему, в 3 номерах ее публиковали, при том, что эта книга как бы, она не теоретическая, она скорее публицистическая, но тем не менее ее даже публицистического задора, включая, естественно, теоретический бэкграунд, на котором она стоит, хватило для того, чтобы помочь многим людям свернуть как бы на правильную дорогу, вот, и оценить, как бы, вообще говоря, перспективы и источники, главное, всех вот этих вот кризисов. Вот, потому что, живя как раз в период кризиса капитализма, социализма, и его распада, книга давала ясные простые ответы как бы на эти вопросы. И, в общем-то, стало понятно, что такая система, она обречена. Более того, что Хайека всегда ругали как бы на Западе, за то, что он страшные же вещи говорил по поводу того, что нацисты и коммунисты – это одно и то же. Вот. Это было нельзя, потому что как только появился фашизм как конкурент, да, как ответ и как конкурент на самом деле социалистам, потому что фашисты использовали все социалистические технологии, то есть массовые партии, там все эти различные праздники, шествия, там форма и прочее, 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 то есть, вовлечение постоянная масса в этого все дело, чего не было в западной традиции, как бы, ее туда, как бы принесли эти самые левые, коммунисты это все заимствовали, и, в смысле, коммунисты, фашисты это все заимствовали, естественно, они воспринимались как конкуренты, поэтому их изначально социалистическая пропаганда клеймила как правых, то есть как порождение буржуазии там, и прочее, 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 хотя они были, конечно, по своим позициям левые. Так вот, вот эта как бы доктрина, абсолютно ошибочная и так сказать, высосанная как минимум из пальца, да, как говорится, она главенствовала и в СССР, и главенствует до сих пор на Западе. Вот. Но Советский Союз как бы прошел этап как бы очищения, да, и утверждение о том, что нацизм и коммунизм как бы близнецы-братья, оно уже было, не было новым. Вот. Оно уже было как бы советскому человеку, оно было понятно, да, потому что я вот помню, что когда-то мне попалась в руки книжка, которая называлась что-то вроде «Искусство фашистской Италии и нацистской Германии», там что-то в годы Второй мировой войны. Вот, и авторы снабдили ее обильными иллюстрациями. Вот достаточно было посмотреть на эти все иллюстрации, даже не читая ничего там, чтобы стало понятно, что это, в общем-то, одного поля ягоды, то есть особенно, что касается немцев. Вот, потому что искусство Италии, оно там застыло на уровне модернизма, то есть в Германии оно не проканало. А немцы как бы, они пошли дальше, то есть вот этот весь псевдореализм, псевдоклассицизм был точно так же взят на вооружение, как и в Советском Союзе, один в один. То есть берите эти все картины, только уберите оттуда Гитлера, вставляйте в Сталина, и как бы вы не отличите абсолютно одно от другого совершенно, да, то есть по композиции, по посылам, как бы, да, которые эти все вещи несут. То есть для нас, условно говоря, сравнение нацизма и с коммунизмом не было новостью, вот, а Хайек это дело как бы еще больше утвердил, да, что все это одно и то же. Теперь я, когда спорю там иногда с разными западными дурачками, я вижу, что у них там мир переворачивается, когда им говоришь, что нацисты левые. Они до сих пор думают, что это все как бы какие-то буржуины придумали, там правых, что-то, значит, правая типа партия там и так далее. Вот, да. Особенно сейчас, значит, не сейчас, а последние годы, когда фашистом уже называют, любого буквально несогласного, который чуть правее там Пол Пота, это уже фашист. Вот, то есть это, конечно, выглядит смешно, и Хайек, конечно, от этого вылечивает. Вот. А потом была еще работа «Пагубная самонадеянность», которая тоже где-то, по-моему, в начале 90-х была издана. Вот. А это последняя как бы работа Хайека, где он ошибки социализма подробно разбирает. Да? Вот. То есть он считает, что социализм дело не в том, что его там неправильно строили там, или не те люди делали, а в том, что он ошибочен сам по себе доктринально.
Ну, вот он пытается эти все ошибки разобрать. Но если в целом возвращаться как бы не к политическим, а скорее к обществоведческим, обществоведческому вкладу Хайека, то основная, как мне кажется, его заслуга – это продвижение и новая жизнь идеи спонтанных порядков, которая, к сожалению, после него опять умерла, можно так сказать. Да? То есть она была как бы Нобелевская премия, значит, вызвала интерес опять к Хайеку, и опять как бы уже, точнее, после этого всего тема спонтанных порядков была предметом такого изучения, но потом она была оставлена, поскольку она, понятно, не перспективна для финансируемых государством ученых. Вот, потому что странная такая вещь, которая утверждает, что, значит, вот там все это возникло путем социальной эволюции. То есть идея социальной эволюции и спонтанных порядков – это вот козырные, как бы, что называется, карты Хайека. То есть то, что они не принадлежат ему, эти идеи, полностью, да, то есть, но он их развил и отстаивал как бы в своих работах. В частности, в важной, с моей точки работе «Право, законодательство и свобода», где он как раз вот подробно достаточно пытается исследовать право как спонтанный порядок. Вот, как спонтанный порядок. Там, конечно, большая часть работы это, я так понимаю, это, насколько я помню, точнее, это критика как бы таких вот этатистских позиций. Вот. Но, тем не менее, как бы это очень важная работа для этой идеи. Потому что в австрийскую школу спонтанные порядки выпадают с Менгером. Вот. И от Менгера как бы идет вот эти два ствола, которые потом отделились друг от друга. Вот. То есть, с одной стороны, это как бы праксиология Мизеса и развитие сбоку тут рядом методологии, вот, связанные прежде всего с развлечением там, теории и истории. Это все есть еще у Менгера тоже. Да? А с другой стороны, у Менгера есть и спонтанные порядки, то есть он очень любил эту теорию происхождения денег, вот, и постоянно о ней писал, и указывая, что не только деньги как бы подчиняются этим закономерностям, но и такие вещи, как право, вот, такие вещи, как язык, то есть все это эволюционные, как бы спонтанные порядки, которые присущи обществу. То есть мизесианская ветвь эти идеи игнорировала полностью. Вот у Мизеса вы ничего не найдете о спонтанных порядках, он таких слов не употребляет. Вот. И, соответственно, у его последователей прямых, да, то есть таких как Ротбард, Хоппет, то есть они это все как бы игнорируют. А с другой стороны, есть вот эта ветвь как бы Хайека, вот, и последователи, которые, можно сказать, его последователи, да, то есть такие как Луа, там всякие там Дерицо и прочие. Вот. Ну и Лахман в первую очередь, конечно же, вот, которые как раз докатились потом уже до герменевтики и до разных там других не очень правильных вещей, но тем не менее, то есть они как бы в этом русле хайековском уже работают. Вот, работали, и как бы там, к сожалению, еще раз говорю, оно все шло туда, в герменевтику, опять-таки идея спонтанных порядков, она дальше не развивалась, и сейчас она лежит, как бы ждет, когда же придут какие-то молодые горячие, значит, и займутся ее дальнейшим продвижением, изучением и как бы развитием. Вот, потому что там есть что развивать, там, что называется, конь не валялся, то есть она существует пока в виде такой не очень подробной, не очень как бы развитой теории, да, но идея, тем не менее, она живая, она понятная. Вот, она много что объясняет. И я думаю, что где-то там чуть-чуть подальше будет все равно синтез этих двух ветвей. Вот, то есть, с одной стороны, логического подхода, который уже там Хоппе дорабатывал в виде, значит, своей идеи аргументативной этики, да, то есть, который чисто логически выводит там принцип неагрессии,
Вот. А с другой стороны, как бы идея спонтанных порядков и эволюции, которые вот объясняют, откуда вообще этот, то есть другое видение, да, которое объясняет, откуда вообще этот принцип эволюционно возник, да, то есть как он возникает и почему он, вообще говоря, существует, а не только, то есть логика объясняет, но это один метод объяснения, да, а как бы эволюция это другой метод объяснения, то есть через сообщество, его выживание, ну, вот, и так далее, и так далее, и так далее, и те, и другие приходят к одному и тому же. Вот, приходят к одному и тому же. Хотя Хайек, опять-таки, никаких принципов ни агрессии не формулировал, вот, ничего такого у него нет, но, тем не менее, все это прекрасно, если это продолжить, да, если эти вещи туда применить, там все это есть. Вот, то есть из идеи социальной эволюции, то есть прекрасно выплывает то, что как бы то сообщество, которое в наибольшей степени практикует принцип как бы не агрессии, да, оно в наибольшей степени и процветает при прочих равных условиях. Вот. Причем под сообществами, конечно, мы понимаем не народы, и ни в коем случае не политические нации там, и не прочее вот эту вот всю ерунду, а реальное сообщество людей, то есть сообщество, которое использует те или иные группы правил. А они могут быть, не совпадать, так сказать, конечно же, ни с племенами, тем более с политическими нациями. Вот. Так что наследие Хайека на самом деле ни в коем случае отрицать нельзя. Просто беда в том, что Анкап, да, он принадлежит вот той мессианской традиции. То есть это Ротбард. Вот. Но есть еще там ответвления чисто чикагские в виде Фридмана. Вот. И там и каких-то там других людей, которые не читали ни одного, ни второго, но как бы называют себя анкапами. Вот. Но тем не менее, да, то есть, но дело в том, что как бы если идти линией Хайека, вы тоже придете к анкапу. Вот. Просто еще есть одно обстоятельство, что австрийцы, которые выбрали как бы путь, условно говоря, идти по линии Хайека, они, я думаю, что, и это подтверждается, да, что многие из них это выбрали этот путь еще и потому, что он довольно безопасный с точки зрения академической карьеры. То есть, если вы будете ходить и рассказывать, конечно же, что вы анкап, там, что государство не нужно, то вам никто кафедру не даст. Да? То есть в государственном университете вы преподавать не сможете. Вот. А анархистов еще терпят, левых. Левых анархистов немножко терпят. Потому что они левые, они рассказывают, что частная собственность это зло и так далее. Поэтому они как бы немножко неправильные, но наши, да, их можно терпеть. А если вы будете еще про капитализм рассказывать и все вот это вот, да, и при этом еще и анархизм, то есть два греха сразу, то есть, это вам никто не простит, конечно, и поэтому, конечно, стимул для академического ученого, если он думает делать карьеру как бы и дальше, да, если он думает там получить кафедру какую-нибудь где-то в университете там и так далее, преподавать, и получить потом пенсию хорошую, и в общем, и прекрасно себя в этом деле чувствовать, конечно, он пойдет по безопасному, как ему кажется, пути Хайека, вот, поскольку там вот этого анархокапитализма как такового нет. Вот. Но там просто пока на самом деле там просто пока еще своего Ротбарда не нашлось, который бы просто тупо показал, что по хайековской если линии идти, то вы тоже к анархокапитализму придете точно так же. Вот, потому что оно предполагает, как бы, да, просто остался сделать один шаг до того, чтобы и там мы получили анархокапитализм. Вот, поэтому с хайековской стороны как бы больше разного народа действующих академических ученых, вот, которые могут называть себя австрийцами. С мессианской стороны их меньше, и с мессианской стороны больше различного рода полуполитиков или политиков, которые называют себя анкапами, различных блогеров, там, шмогеров и тому подобной публики, потому что она вот такая вот радикальная, и как бы там вот этот анкап фигурирует полнорост. Вот. Но еще раз говорю, что на самом деле это все разные подходы к одному и тому же. Они должны быть, конечно же,
а в будущем они должны быть вместе опять возвращены, так сказать, в исходное свое, как бы вот это менгеровский источник, да, потому что у Менгера было и то, и другое. Вот, то есть нужен такой своего рода синтез опять этого дела, поскольку они, да, они методологически, они немного разные, вот, но возможно какой-то поиск какой-то методологии, которая бы их, значит, объединила все-таки в одно. Да, не читал ни одного, ни другого, но с обоими не согласен. Такое тоже бывает. Тут, кстати, и вопрос, походу, у нас возник в чате, как раз к вопросу о путанице левых и правых в мейнстриме. Люди любят поминать при этом такую херь, как теория подковы. Каким образом лучше это дело опровергать, по-вашему? Но дело в том, что левые и правые, они же, надо просто ставить вопрос по отношению к чему, да, то есть по какой критерий мы берем для оценки как бы всей этой деятельности, да. То есть абстрактные какие-то философские вещи, они тут, ну, еще раз говорю, являются только основой для одного и для другого. Вот, а поскольку речь идет о чем? Прежде всего о политике, о политических партиях, как правило, вот, а не просто о философских каких-то взглядах, то, конечно же, делить их можно только по отношению к тому, как они... А они за что борются у нас? Они борются у нас за контроль над государством, да, то есть над применением как бы законного с точки зрения государства насилия. Вот. Поэтому единственный критерий, который может плодотворно, скажем, отделять эти политики друг от друга, это критерий свободы. То есть насколько злостно эти партии собираются использовать насилие для достижения тех или иных целей. Вот. И здесь, значит, мы получим никакие не подковы, никакие вот эти двухмерные, значит, вот графики там с экономической и политической свободой какой-то, значит, этой всей пургой, а совершенно себе одномерную как бы линию, вот, на одном конце которой будет, условно говоря, полная несвобода, да, полный тотальный контроль ради счастья, да, и пусть никто не уйдет обиженным. И с другой стороны мы получим анархизм, значит, который говорит, что никакого контроля не надо. Вот это будет настоящий право-левый спектр. То есть слева у нас будут вот эти вот все контролеры, вот, там коммунисты, нацисты и так далее, а справа будут анархисты, которые говорят, что идите вы все нахрен, люди сами о себе позаботятся. То есть это единственный плодотворный просто способ делить на правых и левых. Вот все остальное это чушь. То есть особенно это политическая и экономическая свобода, это, ну, без экономической свободы нет никакой политической свободы. Если у вас в Конституции записано, что у вас там свобода слова, да, но вы не можете арендовать зал для того, чтобы провести там встречи, потому что вам, ну, это как бы все государственно. Вот, или вы не можете сами издавать газету, вот, потому что опять-таки только государство может издавать газету, то о какой свободе слова мы можем говорить? Ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот, так что вот правое и левое только так можно делить. По отношению к, скажем так, к свободе, которая в перевернутом виде является как бы еще другой вопрос точно такой же, да, можно поставить там, как государство, как вы планируете использовать государство, насколько активно, насколько тотально для достижения своих целей. Вот те, кто планирует использовать активно и тотально, это левые. Вот. А те, кто говорит, что нам оно вообще нафиг не впало, то есть мы его разгоним, его больше не будет, это право. Так, следующий вопрос. Можно ли считать анархокапитализм и волюнтаризм синонимами, если Ротбард позитивно относился к идее волюнтаризма, даже если термин появился позже, по данным искусственного интеллекта? Термин анархокапитализм вызывает отторжение с обеих сторон. Одним мешает анархия, другим капитализм. Можно ли считать, что он уже не работает в современном контексте? Я не думаю, что он не работает. Его можно использовать, почему нет. Вот. Ну, если нравится, называйте волюнтаризмом. То есть, как бы это, ну, в принципе, просто волюнтаризм, он сосредотачивается как бы на,
скорее философском подходе к этим всем вопросам. Вот. А в анархокапитализме присутствует экономическая составляющая, скажем так. То есть как картина, которую рисует, скажем так, этот термин, да, она предусматривает, говорит о том, что нужен еще капитализм, как бы, да, в волюнтаризме этого дела нет. Вот. То есть мы понимаем, что это одно и то же, на самом деле, что это масло масляное, вот, но тем не менее вот, для такого провоцирования, да, этот термин вполне годится. Ну, я, например, его использую, вот, но как бы при этом прекрасно понимаю, что он, конечно же, ну, это тавтология, да, то есть масло масляное. Ну, вот, потому что капитализм предусматривает как бы анархизм, да, а анархизм настоящий предусматривает капитализм. То есть одно без другого не бывает. Вот. Но если вы хотите акцентировать внимание именно на этом моменте, что одного без другого не бывает, то говорите анархокапитализм тогда. Так, есть у нас вопрос в Твитче, между прочим. Первый такой. Как в суде доказывать акт Гамстеда на землю с домом, если каждая сторона говорит, что этот дом принадлежит ей, но кто-то точно врет, а свидетелей в виде каких-то соседей нет? Просто в суде кто-то хочет обманным путем завладеть чужой собственностью. Как доказать свою правоту, если ты настоящий собственник? Ну, всегда есть какие-то свидетели, всегда, ну, во-первых, есть дата, во-вторых, как бы вы же не сами себе выписали это так, правильно? То есть, ну вот представьте себе, что вы как бы владелец, ну, насколько я понимаю, что в данном случае речь идет о какой-то новой земле, но ее вот мало, как бы крайне этой новой земли, точнее, она мало пригодна, сейчас ее много на самом деле, да, всякого места, как физического места, вот, но она мало пригодна для жизни. Ну, да, представим, что, допустим, там какие-то новые технологии там и все такое прочее, и идет вторая волна освоения там условного Дикого Запада, вот разных там гор там и прочих там пустынь. Вот. В любом случае, если вы претендуете на... Ну вот представьте просто себя на месте этого человека, да, ну вот вы пришли, хотите обрабатывать здесь какой-то кусок земли, да, и, грубо говоря, загамстедили его. Вот. То есть что вы будете делать? Вы уже просто так после этого не будете просто себе дальше жить, сказав, что вот это теперь мое. Вы где-то это свое слово должны зафиксировать, да, то есть должен быть какой-то реестр, ну вот частный там уже, ну вот, или несколько реестров, скорее всего, будет, которые будут конкурировать. Вы там вызовете какого-то нотариуса, он приедет, посмотрит и скажет, что там вот такую, да, вот там вместе с юристом каким-то еще другим, вот, они как бы приедут и посмотрят на землю и скажут, что вот да, вот мы свой реестр, вашу земельку внесем. При этом юрист еще будет исходить из вот какой как бы темы, на самом деле, если мы говорим о Гамстеде, вот, что он скажет, что, чувак, давай-ка сначала мы измерим размеры твоего участочка и оценим твои способности его, так сказать, вот, поднимать, обрабатывать и так далее. Потому что вы же можете прийти и сказать, вот эта вся пустыня, например, моя теперь. Вот я воткнул сюда флажок, вот, и объявляю себя, значит, хозяином вот этого всего до горизонта, вот, и так далее. Вот. Но поскольку мы говорим о перспективах защиты вашего права собственности в суде, а любой юрист будет именно из этого исходить, вот, то он скажет, знаешь, что мы не будем регистрировать в своем реестре вот эти твои заявления, потому что они как бы нереалистичны, и суд, и если дело дойдет до судебного разбирательства, суд тебя не поддержит. Потому что суд будет руководствоваться, опять-таки, правилами Гамстеда, а они нам о чем говорят? О том, что твое это только то, что ты можешь обработать. Поэтому вот исходя из, мы тут осмотрели твой трактор, осмотрели тут, у тебя тут конь еще есть, значит там еще что-то, вот у тебя тут есть жена, там двое детей, вот вы все можете обрабатывать с нашей точки зрения вот не больше, чем вот такую территорию. То есть давай-ка ты ее сейчас заборщиком аккуратненько обнеси, вот, и мы вот это зарегистрируем. А все твои претензии на всю эту пустыню, не, это оставь кому-нибудь другого, то есть мы это защищать в суде не будем. Вот и все.
После этого, как бы, вот они вносят там в определенных границах ваш участок, свой реестр, и вы его хозяин. То есть кто угодно, ну, придя сюда и говоря, что это мое, вот, отсылается туда, к этому реестру, и там ему, значит, показывают, что нет, чувак, это вот здесь другой, значит, человек, который это все осваивает, вот, без тебя. Это, ну, случай более сложный, случай, когда это новая земля. А в случае, как бы, когда речь идет о уже существующей земле, то существует акт купли-продажи. Вот, то есть, если он, который опять-таки регистрируется, а там есть предыдущие владельцы и так далее, и так далее, и так далее, то есть вся эта цепочка известна. Вот, поэтому никаких проблем от того, что появится какой-то новый персонаж и будет претендовать, если у него нет никаких прав, да. Могут быть, ну, могут же быть истории там разные, там, когда это какой-то там наследник, там, тот самый, который там томился где-то, значит, в застенках, там, и так далее, принц вдруг вернулся, там, значит, и все такое прочее, вот, и претендует на наследство. Но это отдельные случаи, которые тоже будут рассматриваться, там, исходя из веса его претензий, вот, на все это дело. Каждый случай в этом смысле уникален, да, то есть мы не придумаем здесь как бы ничего такого, что мы могли сказать, а вот так вот все должны действовать по одной какой-то такой схеме. Нет, нет. Схема состоит, да, схема существует, безусловно, она состоит в том, что претензии рассматриваются, и рассматривается их как бы вес, да, ну, то есть насколько они серьезны. Вот. Для того, чтобы человека лишить собственности, который уже владеет, который уже использует. И даже сейчас при нынешней как бы, судебной системе там 90% случаев суды становятся на сторону уже существующего собственника, особенно если он давно уже там. Вот. Потому что, как говорится, владение – это 90% собственности. Да? То есть, ну вот, это такая практика, которая поддерживает как бы в какой-то степени социальный мир там, и все такое прочее. Поэтому здесь, ну, здесь никакой проблемы нет. Особенно если в случае, если, еще раз говорю, если эта земля была куплена, или там получено наследство, или еще что-то такое. Ну, то есть предыдущие владельцы, а перед этими владельцами еще были какие-то владельцы. То есть все это находится где-то записано, да, в каких-то нотариальных книгах, в каких-то реестрах, все это существует. И поэтому здесь очень трудно влезть и сказать, что это теперь мое. Так что в этом смысле оно, ну, никак не отличается от того, что и сейчас. Вот. А в смысле новой земли, ну вот я рассказал примерно, как это будет. То есть любая регистрация будет исходить из перспектив оспаривания права собственности в суде. Вот. И, соответственно, никто не даст вам присвоить себе там всю пустыню там, или что-нибудь еще, объявить это все своей. Вот, потому что другой суд, ну, в смысле, суд это может дело оспорить, то есть, точнее, претензии другого человека, который скажет, что вот он тут присвоил себе всю пустыню, а я тут не могу теперь, значит, тоже, значит, этим всем пользоваться, да, вот, они будут удовлетворены. Вот, потому что с точки зрения Гомстеда вы можете как бы владеть только тем, что в случае новой земли, опять-таки, не в случае покупки уже существующего участка, то есть там этот принцип не работает, а в случае, так сказать, освоения новой земли, то есть вы можете владеть только тем, что вы в состоянии обработать. Что вы в состоянии обработать, то есть или, ну, использовать для своих вот целей. Какие вот цели? Может, это не обязательно может быть там сельское хозяйство, может быть там вы там парк собираетесь разбить или построить там отель или еще что-нибудь. Вот для этих целей вот вам нужно столько-то земли, да, вот, а больше вам никто не даст, потому что вы не в состоянии ее обработать. Так, следующий вопрос. Можно ли в самом деле говорить о левой анархии как о смысленном явлении? Или это заведомо подмена понятий? Безусловно, это заведомо подмена понятий, потому что ошибка находится в самом начале, то есть, что частная собственность – это зло. Почему она левая, это анархия? Потому что она провозглашает частную собственность злом, и опять-таки путаница идет у них, то есть у них богатые при власти, да? А для анархокапиталиста тот, кто при власти, тот богат. То есть это разные следствия, да, то есть они говорят, что богатеи, левые говорят, что богатеи, они правят миром, то есть правят они потому, что богатеи, вот, а правые говорят, что к власти идут те, в том числе, кто хочет вот обогатиться, вот, да, безусловно, с помощью власти можно обогатиться. Вот, то есть для левых власть есть порождение богатства,
А для правых нет. Власть есть как бы самостоятельная сущность, вот, которая в том числе используется и для получения богатства. То есть в этом разница. Естественно, никакого левого анархизма поэтому быть не может, потому что отобрав у людей собственность, то есть кто-то должен за этим следить, да, кто-то должен ее отбирать, кто-то должен ее не давать, потому что собственность и как бы это там развлечение твое, мое, я и ты, это есть, ну, один из главных элементов природы человека, да, поэтому они все хотят переделать человека, вот, добиться нового человека. В Советском Союзе был такой термин собственничество. Вот, то есть, когда вас обвиняли в том, что вы там, значит, собственник, да, то есть вы там любите там что-нибудь такое, всякие штучки, ненужные, дачу, например, машина у вас там, да, это собственничество, да, то есть это чуждо должно быть советскому человеку. Вот. Но вот мы видим все попытки, значит, столетние создать нового человека провалились, то есть поскольку в природе человека собственность, начиная с самого себя, да, она имеет место быть. И в социуме, то есть это, опять-таки, когда мы говорим о природе человека, мы имеем в виду не биологического человека, а социального. Вот, то есть без частной собственности, без развлечения я и ты, никакое общество, сообщество, взаимодействие существовать не может, потому что должны быть структурные как бы элементы этого взаимодействия, то есть отдельные вот эти вот единицы. Да? Без этого всего, то есть никакого движения между ними не будет. Вот, поэтому это есть главное, что есть в обществе, да, это социальный, безусловно, феномен. Вот. И если вы его отрицаете, значит, вам нужна будет структура, которая бы поддерживала это отрицание. Потому что собственность будет все время возрождаться, потому что без нее люди существовать вместе не могут. Значит, вам нужна какая-то власть, да, то есть вы уже создаете какое-то государство, вот, для того, чтобы лишать всех постоянно этой собственности. Чтобы не было вот этих вот богатых, которые порождают власть, но вот она на самом деле, вы уже ее породили, эту власть, для того, чтобы отобрать богатство у людей. Вот, поэтому левый анархизм как бы работать не может. Он предполагает создание государства в самой своей как бы базовой своей идее о том, что собственность, право собственности есть причина всех зол. Да. Отобрать у человека его собственность без сопротивления вряд ли удастся. Даже поэтому тут нам как-то писали, по-моему, в каком-то из стримов, что я против частной собственности, наш постоянный зритель. Ну вот ему все время предлагают: так раздай, отдай нам. Появилась сразу масса желающих, которые готовы принять его частную собственность, и, по крайней мере, в управлении на время, пока не одумаешься, а лучше навсегда. Ладно, идея спонтанных порядков может развиваться дальше через обнаружение их в анализе истории, прежде всего истории экономической деятельности. Или есть какое-то направление развития этой идеи? Ну, есть общее научное, как ее даже назвать, не знаю, давайте опять используем термин философское, вот, как бы тенденция, идея там и так далее о взаимодействии хаоса и порядка. Вот. И много работ на тему, точнее, на темы, которые с обществом никак не связаны, но где это все анализируется. Ну, вот, там, начиная, это было, идея эта возникла как бы давно, но она была всегда такая пограничная, а в 20 веке начали там, начиная, даже Тьюринг, по-моему, отметился в этом деле, интересные там работы по поводу там разных пятен. Вот. У коров там и еще чего-то такое, да, то есть почему существуют какие-то определенные типы рассвета, это можно видеть легко в домашних животных, вот, тоже как элемент своего рода спонтанного порядка, то есть в химии этого полно в физике и прочей неживой природе, да, в живой и неживой природе, то есть этих спонтанных порядков и разного рода возникновений как бы порядка из хаоса, вагон и маленькая тележка. Вот, только надо это увидеть, что называется, да, то есть то, что мы
привыкли видеть с точки зрения иерархии все. Но это опять-таки понятно, потому что человек рождается в иерархии, он воспитывается в иерархии, это понятно, да, то есть это мы никуда от иерархии не денемся. Вот. Понять, что многие вещи в мире образуются без иерархии, как бы сами собой, хотя на самом деле, конечно, не сами собой, это надо проделать определенную умственную работу. Поэтому я думаю, что, скорее всего, это будет развитие, может быть, точнее, развитие вот этих вот всех, давайте скажем так, смежных направлений, анализирующих спонтанные порядки в живой и неживой природе, для того, чтобы сначала через аналогии, вот, а потом и через поиск какого-то своего языка уже перенести более точно это все на общество. Вот. Почему? Там, сложность понятна, в чем возникает, в том, что в отличие от молекул, там, атомов и животных даже и так далее, там химических соединений, вот у человека есть свобода воли. Вот. И, конечно же, это, скажем так, мешает, потому что он ведет, если атом себя ведет всегда одинаково, да, и даже животное себя ведет почти всегда одинаково, вот, то человек может вести себя по-разному. И вроде бы в одной и той же ситуации. Поэтому построить такую какую-то достаточно полную модель вот этого всего весьма трудно. Вот. Но, возможно, удастся через анализ, через развитие вот этих вот явлений в неживой природе, да, и найти какую-то аналогию, найти какой-то язык, который бы был применим и к спонтанным порядкам такого рода. То есть пока они как бы находятся на уровне, то есть, собственно говоря, то, что всегда австрийская школа пропагандировала, то есть на уровне простого описания. То есть не используя там математики, не используя там разного такого вот, таких более замысловатых языков. Вот. Но даже как бы на этом уровне оно вполне удовлетворительно, эта идея как бы описывается. Другое дело, что она описывается неподробно, вот, она не дает нам возможности, конечно же, ничего толком предсказать, вот, а уж тем более там, управлять этим процессом. Это чисто описательная как бы вещь, которая наше понимание меняет, да, безусловно, это так, но все же хотят, значит, чем-то порулить, там чем-то, значит, вот, управлять, то есть это наука, скажем так, особенно вот эта вот вся вот естественная, эта вещь сугубо позитивистская, то есть познание – это управление, цель познания – это управление, да, но к обществу это как бы мало применимо, точнее неприменимо, потому что у нас такие управители уже, значит, 100 лет уже правили, вот, и ничего хорошего получиться из этого не может, в том числе и благодаря вот этим самым спонтанным порядкам, которые всегда тихонечко себе работают и разрушают все эти, значит, хитрые построения вот всех этих вот управителей. Вот. Поэтому я думаю, что так. Я думаю, просто она будет, скажем так, эта теория усовершенствована, да, то есть она будет именно уже представлена в виде теории более-менее полной, вот, где будут учтены там разные моменты и так далее, потому что там даже в терминологии пока еще нет четкой, однозначной. Вот. Потому что не совсем даже понятно всегда, о чем идет речь, да, то есть спонтанно, потому что есть еще такая штука, как спонтанный порядок, говорят в единственном числе, да, вот я всегда говорю во множественном, потому что тем самым хочу подчеркнуть, что их много, этих спонтанных порядков, но есть еще идея о спонтанном порядке вообще. То есть общество все это некий спонтанный порядок, который складывается как результат взаимодействия множества сил, как бы и результат всегда отличается от намерений каждой из этих сил. Вот в чем состоит тоже эта идея, и тоже она так фигурирует, но это разные совершенно вещи. То есть, допустим, когда я говорю, что там язык это спонтанный порядок, я подразумеваю совсем не то, что вот я сейчас описал. Да, то есть я как раз подразумеваю, что есть некая, значит, ценная для нас структура, которой, значит, может пользоваться каждый, вот, и которая развивается через деятельность каждого. Да, ведь нормы языка и так далее – это вещи, которые просто заимствуются, значит, друг у друга, вот, переносятся, приживаются или не приживаются, никакой там начальство, значит, эти нормы изменить не может, то есть оно может, конечно, делать вид, вот, что оно их меняет, вот, но на самом деле нет.
На самом деле нет, это все эволюционные как бы процессы, да, то есть есть такие вещи, как правило спонтанного порядка, то есть, ну, в чем идея сама языка, что она же тоже как бы существует, ну вот, и существо, которое не знает этой идеи, оно просто не будет понимать, что происходит, да, в чем ценность этого всего дела. Ну, вот, идея состоит в том, что произнося какие-то звуки, вы передаете какую-то информацию, да, и как бы вот определенная последовательность звуков, вы как бы шифруете тем самым эту информацию. Вот у вас тут шифратор в голове, а у вашего, значит, вот абонента дешифратор, который обратно расшифровывает эти звуки в какой-то смысл у себя в башке. Если вы механики это не знаете, да, то просто вы увидите, что два существа просто что-то, значит, там бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, вот, и все, не понимая, что они при этом как бы обмениваются информацией. То есть ну, вот это вот все есть элементы, точнее правила спонтанного порядка, плюс, значит, правила как бы шифрации и дешифрации уже конкретных языков. Но идея у всех этих языков одна и та же, да, то есть механика одна и та же. То есть мы определенным образом произносим звуки, вот, тем самым кодируя, значит, информацию для наших слушателей. Они ее обратно раскодируют, вот, и как бы получают ту информацию, которую мы хотим передать. Я уже не говорю там про письменный язык, это вообще, ну, то есть, про все эти знаковые штуки, это еще отдельная совершенно тема. То есть я бы даже скорее рассматривал как две отдельных системы. Безусловно, одна возникла из другой, вот, но теперь это уже две отдельные системы, потому что последствия этого всего, они в случае знаковых, как бы вот этих вот всех вещей, они гораздо шире. Ну да, то есть вот и одно из них, это вот прямо мы сейчас это наблюдаем, все с вами, потому что мы с вами здесь общаемся исключительно благодаря тому, что существуют знаки, вот, то есть существует как бы математика, существует код, вот, который кодирует весь этот, существует интернет и все остальное прочее, благодаря вот этому всему знаковому, да, способу передачи информации. Вот, то есть это ну, вроде бы уже другая совсем механика, да, другая совсем идея, чем идея о том, что все в обществе формируется путем взаимодействия разнообразных сил и выглядит как непредвиденные последствия, значит, взаимодействия разнообразных сил. Это тоже называется спонтанный порядок. Ну, вот. А там язык, деньги там, и так далее, это спонтанные порядки, но это другая идея. Вот, даже вот на этом уровне есть как бы нестыковки, разночтения и так далее. Да? Вот, поэтому там много работы теоретической, но я не думаю, что она как бы какая-то неподъемная. Вот, просто никто за нее не берется ввиду того, что в академическом мире ему ничего не светит за это. Вот. Это как бы бесперспективно. Лучше, значит, писать там про расистов, вот, про то, как негров угнетают и так далее. Это точно тебе дадут там какую-нибудь там кафедру, премию, там еще что-нибудь. Вот. А здесь какие-то спонтанные порядки, контрреволюционные идеи, то есть не годится. Да, а где же роль направляющей, руководящей? И да, так что тут не получится. Как же спонтанный порядок? Какой спонтанный порядок? Там должно быть великая сила, направляющая силы, руководящей партии и лидера. Ну ладно, это дело такое. Тут, кстати, возражают вам и спрашивают, а вот Маск и Тиль сначала разбогатели, а потом стали якшаться с чиновниками или наоборот? Это к теме о том, что власть дает богатство. Ну, да, власть дает богатство. Но они бы этого не делали, если бы их, допустим, условно говоря, не трогали эти чиновники. Вот. И Маск делает, ну, он делает разное, конечно, но гораздо больше пользы приносит, чем вреда, условно. Ну, вот. Я уже говорил, ему надо памятник поставить за деятельность этого доджа, вот, потому что он сделал очень важный шаг. То есть он просто показал, что США такая же банановая республика, как и все прочие банановые республики, вот, потому что у многих были иллюзии на этот счет. И это уже под коврик замести нельзя.
Вот, и он потерял на этом кучу денег, кстати говоря, вот, и в итоге, как вы видите, и с одной стороны его и отодвинули, с другой стороны и он сам отодвинулся, вот, от слишком рьяного, так сказать, этой деятельности, потому что, видимо, ему дали понять, что парень, ты слишком далеко заходишь. То есть, какой человек, который бы, ну, стремился бы это делать ради власти, терял бы на этом деньги. Да, то есть я думаю, что как бы все дело в человеческих качествах, там, и в идеях, которые те или иные люди как бы там исповедуют. Ну вот, если бы богатство порождало как бы власть само по себе, ну так у нас бы любой предприниматель бы имел там кучу власти, там, например, и так далее. Ну вот, но этого нет. Этого нет. Безусловно, наоборот, это предприниматели, особенно в Украине, там, и в разных такого рода странах, это люди загнобленные, вот, те, которые более-менее себя нормально чувствуют, они вынуждены там постоянно откупаться, там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И чтобы проверить вот эту теорию левого анархизма, достаточно там поехать в какую-то Конча-Заспу там, или еще куда-нибудь, посмотреть на эти все маетки, и спросить, значит, чья это земля, да, да, вот вам скажут маркиза Карабаса. Ну, то есть это будут все эти люди, это будут чиновники, там, налоговая и прочее, прочее, прочее. Среди всех этих маетков, ну, будет, может быть, один-два людей, которых можно назвать предпринимателями. А так это все, значит, вот они все, значит, как бы, вот тут вот они все живут исключительно вот эта власть, которая дала им это богатство. Да и больше того, собственно, все те, кого называют олигархами, они получили свои активы от государства. Поэтому в управление, на самом деле, изначально. Давали своим людям, чтобы они порулили. Так что, да, тут, кстати, история Украины, России, постсоветского пространства, она дает четкое понимание, как власть дает возможность разбогатеть. Просто прямой пример, и не надо никаких особых глубоких исторических экскурсов. Все происходило на наших глазах, и мы видим, собственно, как это все происходило. Поэтому тут все очень просто. Мне кажется, тем, кто живет в постсоветском пространстве, гораздо проще объяснять идеи, чем тем, кто живет при капитализме, где 300 лет оно развивалось, там 400 совершенно по-другому. И там уже все замылено и заметено под коврик. И поэтому тут проще нам на самом деле. Сложнее с другим, с ментальностью. Но ничего, будем работать дальше. Тут вопрос. Искусственный интеллект утверждает, что слабое место Анкапа — это то, что сильные перестанут выполнять решения судов, что приведет к войнам. Это подтверждает история Исландии и Ирландии. Мы просто на этот вопрос в прошлый раз отвечали. Михаил, вы можете посмотреть прошлое видео. Там, потому что этот вопрос вы задавали, мы на него уже отвечали. Поэтому можем не возвращаться еще раз, мне кажется. Вопрос Владимиру. Что думаете насчет организации национального сопротивления? Это уже агония власти или очередное отвлечение внимания? Но это имеется в виду, это, как я понимаю вопрос, это то, что планируют в Верховной Раде принять пакет законов о национальном спротиве. О том, что... Я даже не знаю, что это такое. Да, ну, тут планируется, что вся нация будет готовиться к сопротивлению, параллельно еще и к обязательной военной подготовке. Ну, то есть, какая-то... Ну, это Верещук, какая-то очередная идея. Честно говоря, я тоже не особо разбирался, только краем глаза видел. Ну, это, из этого ничего не выйдет, как обычно, поэтому ну, обращать внимание на это не надо. Так что насчет того, агония или не агония, я не знаю. Вот, то есть это будет видно, ну, когда будут происходить какие-то события. А сейчас пока никаких событий не происходит, так что посмотрим. А тут еще ничего не понятно, как примут, как, что-то в этих законах будет написано, кто их еще... Но в законах же что хорошо, что еще непонятно, кто их и как будет выполнять. Может, у нас такое количество законов принято, что если бы все выполняли, я бы даже не знаю, как мы жили. За 30 лет
170 тысяч, по-моему, я видел цифру у нас принятых законов и постановлений только Верховной Рады, то есть не считая еще всех остальных. Так что тут дело такое. Ну что, всем спасибо. Мы сегодня быстренько за час справились. Новых вопросов я не вижу. Тут вопрос, что все видели котов Владимира и собачку Сергея Рачинского. Дмитрий, покажите свою. Вы знаете, я свою собачку показать не могу, потому что он 30 килограмм веса и такой большой теленок, и он живет в отдельном коттедже во дворе. Поэтому тут во время прямого эфира вряд ли. А 10 котов я тоже показать не могу. Так что, если кому-то нужен черный кот, либертарианский, обращайтесь. У меня тут есть несколько котов, которые могу вам отдать, черных, чисто либертарианских, полностью черных котов. Будете на них рисовать желтые полосы, будут капиталистические коты. Хотя есть черно-белая кошечка тоже, можете забирать. Они все с улицы, их подобранные, поэтому... Ладно, это дело такое. Если показать кошечек, если будет желание, в следующий раз будем рекламировать кошечек, будете забирать. Все, большое спасибо, Владимир. Мы сегодня быстрее часа поговорили. На улице вроде бы улучшается погода. Можно идти на улицу, переваривать полученную информацию, наслаждаться хорошей погодой. Правда, еще прохладно, но зато не жарко. Все, всем спасибо и пока. Еще раз спасибо большое, Владимир. Спасибо, кто нас смотрел. Кто еще не подписался, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И встретимся с Владимиром через неделю. Все, всем спасибо и пока. До свидания. До свидания.